Всем привет, вы на канале Мехамозг, меня зовут Евгений. Друзья, продолжаю улучшать свой гидравлический пресс. В этот раз решил добавить сюда дополнительный гидроцилиндр. У меня есть в наличии два одинаковых, станут вот сюда вот таким образом. Для того, чтобы их сюда установить, вот этот швеллер я решил заменить двумя вот такими швеллерами на 20. Просверлить здесь два отверстия. Отверстия будут примерно на 100 мм. Отверстия неудобные в плане того, что просверлить сверло очень большое, а болгарка не прорежет, для болгарки маловастая. В станок не зажмешь. Я думаю, сейчас у многих возник вопрос, при чем здесь саморезы. Объясняю. В одном из швеллеров отверстия я уже прорезал. И прорезал я их вот этими вот саморезами. Вот такие вот отверстия. Ну, прорезал, конечно, не просто саморезами, а с помощью еще дрели, ну и ряда мелочей. Все равно, я думаю, многим непонятно. Я лучше все покажу поэтапно, по порядку, как и что я делал. Очень полезная информация. Досмотрите видео обязательно до конца. Итак, что же необходимо? Соответственно, саморезы кровельные. Вот у меня в количестве 8 штук, я надеюсь, на 2 отверстия хватит, должно хватить. Болтик М12 с двумя гайками. Почему? Потому что у меня здесь предварительно просверлено отверстие на 12. Две шайбы, одна второпластовая, другая капролоновая. Маленький вот такой подшипничек. С вот этого 12-го шестигранника необходимо будет вытащить очень маленькую, но очень важную деталь. Уголок полметра, 50 на 54. И дрель сбитой. В уголке просверлим два отверстия. Вот тут. Выточим детальку и можно будет вырезать. Ну что ж, вперед!
Итак, я думаю, уже принцип действия всем понятен. Саморез будет работать как фреза. Как фреза, подача рукой уголком, вращение дрелью. Вопрос, справится ли только, выдержит ли саморез. Все в боевой готовности. Ну что, можно приступать. Надо салом помазать. Куда же без этого. Погнали. Уперся в струбцину. Пока что иду еще одним саморезом. Что я хочу, сейчас я его поставлю лицом к вам, нижней частью, чтобы можно было видеть, что там происходит. О, насыпалось. Где моя кисточка? Конечно, будет так неудобно, но а что делать? Погнали. Я смотрю, там уже какой-то дымок начинает идти, поэтому я хочу все-таки заменить саморез. Ну да, чуть он подсел. Но с учетом сказать того, что пол окружности я прошел, очень даже неплохо. Сразу хочу сказать вот что, друзья мои. Вот такие вот саморезы. Я их у себя из двери навыкручивал, но при этом есть у меня полпачки вот таких саморезов. Делал я у себя ворота. Думал, красота, сейчас буду резать. Вот эти саморезы не годятся. Они максимум 20 мм проходят и все, и садятся. Я не знаю, в чем производитель там не такой. Вот у этих тут крестик он на шляпке. Форма такая чуть-чуть отличается. И при этом вот эти саморезы это царапают. А наоборот не получается. Вот этим я прохожу полкруга, этим 20 мм. Вот обращаю внимание, что если кто-то будет пытаться повторить мой эксперимент, не все саморезы для этого пригодны. Эти очень хорошо режут. Как фреза. И еще хочу сказать, для этого дела я использовал реальные концевые фрезы, там на 4, на 5. Такие условия они не терпят, они ломаются, подача руками, где-то перекос, где-то что. Либо скалываются, либо отламываются. А этим все равно. Даже если он отломится, цена ему невелика. С фрезой равнять, я думаю, не стоит. Вот так. Сейчас заменю саморез и погоним дальше. Так, саморез поменял. Продолжаю. Салом даже и не мажу больше. Сейчас попробую. Неудобно, конечно, вот так.
Сейчас я второе отверстие прорежу, но я буду стараться делать его. Вырезать максимально быстро, засеку время, сколько у меня потребуется на это дело, и посмотрим, насколько это производительно. Салом все-таки я мазать буду, потому что 4 самореза, мне кажется, много. Погнали. Готово. Время 13 минут ровно. Ну, как бы, ни много, ни мало, но насколько эффективный, так сказать, производительный данный способ судить вам. Дрель, в принципе, не так, чтобы сильно нагрелась. Дрель у меня уже, по-моему, 22, больше 20 лет. Всего 350 ватт она. На это отверстие у меня ушло, ну, грубо говоря, 4 самореза. На это без сала. В основном без сала я его резал. Здесь с салом. Старался салом мазать. 2 самореза ушло. Последний, конечно, второй я уже его дожимал. Можно было раньше поменять, но хотелось 2, и 2 я прорезал. Ну, сэкономил на саморезах. Вот так вот. Как вам идея, друзья мои? Пишите в комментариях. Всем творческих успехов. До новых встреч.